привет, с вами Вика, и сегодня в этом видео я хочу рассказать про самые бесполезные покупки для малыша. Пока я находилась в ожидании чуда, я всячески готовилась к появлению малыша и совершала различные покупки для новорожденного. И уже в процессе, когда уже малышка появилась, я пользовалась различными вещами, я поняла, что мне пригодилось, что все-таки было лишним, на что я потратила деньги просто так. Ну и, естественно, в данном видео я решила поделиться каким-то своим опытом, может быть, кому-то это будет полезно. Поэтому начнем с самой бесполезной покупки для новорожденного до 3 месяцев. Первая вещь, про которую я хочу начать, я думаю, что это все-таки индивидуально, потому что кому-то, может быть, это действительно зайдет, будет полезно, но в данном случае, в случае меня, это оказалась, наверное, самая бесполезная вещь, потому что я воспользовалась ей всего лишь один раз. Речь идет в данном случае о слинге. При всем при этом я позаботилась о себе, я купила слинг, который легко завязывается в такой облегченной манере, которая состоит из 2 частей. Одна как каркас на тебя одевается, вторая как раз подвязывается с низу. Я специально ходила на мероприятие, мне привели даже такой персональный мастер-класс, как пользоваться слингом. Но, увы, он нам, к сожалению, не зашел. Я воспользовалась, наверное, им буквально раза 2. Поняла, что это все-таки не наш случай. Ну, либо я делала что-то не так, нужно все-таки как-то к нему привыкать, может быть, больше пользоваться. Но у меня просто-напросто даже не было такой необходимости. Возможно, слинг больше подходит тем, кто замечает за своим малышом, что ему так, допустим, легче справляться как-то либо с коликами, либо он такой весь ручной, хочет на ручке, без мамы совсем не может. Вот тогда, наверное, со слингом все-таки проще вообще, в принципе, существовать. В нашем случае нашей палочкой-выручалочкой, как я уже говорила, был кокон. Кокон я покупала Зёвушка, и он как раз заменял мне, наверное, слинг, помогал нам в каких-то бытовых моментах. Если, допустим, я что-то готовила на кухне, я ставила просто-напросто кокон с малышкой так, чтобы она меня видела. И за счет этого я могла как-то спокойно сделать свои дела. А если мы находились тоже в гостиной зоне, то малышка тоже рядом была с нами в коконе, поэтому именно как-то так привязывать ее к себе, чтобы она постоянно находилась на мне, да, не капризничала, если лежит, допустим, где-то отдельно, не было такой необходимости, либо, опять же таки, тоже на прогулке. Мне было гораздо лучше и удобнее пользоваться просто коляской. Коляска у нас была люли, вот, поэтому, в общем, я не видела надобности, в принципе, использовать слинг. Здесь по городу было гораздо удобнее перемещаться с коляской. В коляске малышка спокойненько спала. У нас не было каких-то таких критичных моментов, где прям нужно было ее нон-стоп тащить на ручках, то есть, если, допустим, она начинала как-то беспокоиться, да, уже просыпалась и там плакала, вот, естественно, мы брали ее на руки, но она достаточно все-таки быстро адаптировалась, успокаивалась и могла даже уснуть, вот, поэтому мы клали потом ее обратно в коляску, и поэтому вот именно какой-то необходимости в плане слинга я не вижу. Ну и плюс, что у меня, что у мужа, да, не так, чтобы прям вот супер спины, поэтому дополнительной нагрузки тоже на спину не хотелось. Это я к тому, что, допустим, может быть, мы в какой-то момент могли предпочесть слинг коляски, но здесь, опять же, такие достаточно значительные расстояния, то есть, если бы была надобность выйти куда-то в магазин на 15 минут, может быть, был бы смысл в этом слинге, но мы обычно все-таки, если собирались, то собирались конкретно гулять, и вот какой-то такой вот необходимости в плане кратковременного использования у нас не было. В общем, как-то так. Пишите, как было у вас, пользовались ли вы слингом, оказалось ли у вас это палочка-выручалочка, либо все-таки тоже, как у меня, он не зашел. В общем, будет интересно почитать ваши комментарии. Еще один нюанс относительно слинга. Мне уже потом как раз знакомая девушка тоже говорила, что вроде как говорят, что нужно, чтобы малыш к слингу привыкал. Вот те 2 раза, которыми я пользовалась, почему тоже я отказалась от слинга, я не видела разницы в плане относительно того, находится ребенок на руках, либо он находится в слинге. Потому что в моем случае, что так на руках Эми могла капризничать, что в слинге ей было совершенно дискомфортно, ей не нравилось вот нахождение в таких тесных условиях, поэтому она все равно, опять же таки, не успокаивалась, кричала, то есть это то, что находится рядом в слинге, не помогало совершенно, поэтому разницы между просто на ручках и в слинге я не видела. Даже на ручках мне было комфортнее, потому что я могла с ней быстро контактировать, ее немножко все-таки успокоить. В слинге из-за того, что она находится в таких, все-таки в каком-то замкнутом, да, наверное, пространстве, ее это немного еще больше, мне кажется, бесило. В общем, я так понимаю, что малыш все-таки должен привыкать к слингу. Мне, в общем, не хотелось тратить еще какое-то дополнительное время на вот это вот привыкание, мне хотелось сразу им пользоваться. Давайте перейдем дальше. Следующая вещь, которую я вообще ни разу не использовала, это вот такой вот позиционер. Он шел как раз в комплекте вместе с коконом Зёвушка. Такая подушка идет для головы. Здесь как раз специально есть как выемка.
куда как бы, да, помещается голова ребенка. Такие позиционеры чаще советуют использовать именно в коляске, нежели чем в кроватке. В кроватке лучше, чтобы никаких дополнительных вещей не находилось. Вот я как раз планировала, может быть, воспользоваться в коляске. Но опять же таки, я не видела такой необходимости прям вот пользоваться, потому что у меня тут на фоне немножко... У меня тут на фоне немножко Эми, решила поболтать, поэтому не знаю, насколько вам слышно эти ее возгласы. В общем, не обращайте внимания, если вдруг как бы услышите какие-то подобные звуки. Это у меня ребенок просто-напросто веселится, ползает, вот, в общем, радуется всяким игрушкам. Ну что, маме не даешь совсем записать. Видео не даешь записать маме, иди туда, куда-нибудь. Вот. А в коляске я не видела необходимости в данной подушке, потому что, в принципе, малышке было там комфортно. Здесь у нас достаточно хорошие тротуары, у моей коляски отличная амортизация, поэтому смысла вот в данной подушке как бы не было. То есть как бы я не могу сказать, что у меня ребенок, да, как-то прямо его болтало в коляске, чтобы использовать для этого позиционер. Вот поэтому эта штука оказалась для нас бесполезна. Возможно, если у вас плохая амортизация в коляске, есть смысл вот в такой вот подушке. Вот она тогда будет как бы фиксировать ребенка, получается, да, чтобы его не болтало. Но в случае в моем, как бы, эта вещь совершенно не пригодилась. Поэтому она пролежала у нас просто-напросто в шкафу. И у нас сейчас будет такой большой блок относительно одежды, потому что есть очень много каких-то моментов, связанных с одеждой. У меня здесь как бы накопилось в плане как бы опыта, потому что что-то нам прям вот очень было удобно чем-то пользоваться. И есть вещи, которые опять же таки у нас пролежали. Либо я ни разу не воспользовалась, либо попробовала разок, поняла, что это совершенно неудобно, это вообще не наш случай. Давайте, наверное, начнем вот все-таки с вот таких вот ползунков. Я покупала, чтобы вообще познакомиться, да, как бы с детской одеждой, чтобы понять, что нам будет удобно, что нет. Такой комплект от Зайца Мехового. Здесь вот, наверное, вывесит, в общем, повешу вот здесь вот фотографию. И там было очень много различной одежды, и ползунки, и слипы, и боди, и всякие пинетки, антицарапки. Вот, в общем, большой такой достаточно набор. То есть есть возможность попробовать просто-напросто все. Но, наверное, все-таки половиной вещей я не воспользовалась, сразу скажу вперед. Вот, если честно, не понимаю, в принципе, зачем они, наверное, в таком наборе нужны, кто им пользуется. В общем, для меня это осталось загадкой. Во-первых, хочу рассказать про вот такие вот ползунки. Ползунки бывают разные. Что мне не понравилось в данных ползунках? Во-первых, это вот здесь они у нас идет не резиночка, не какие-то завязочки, у нас идут вот так, как бы такой вот тканевый, да, как его назвать, поясок. То есть, если, допустим, вы толще, чем вот этот, вам будет как бы, да, впритык. Если вы меньше, да, как бы по весу, то получается, что это все будет просто-напросто висеть, сваливаться. В общем, это будет совершенно не держаться. Что у нас как бы случилось? То есть мы в плане как бы нормы веса мы входим, но у меня малышка, она такая все-таки достаточно стройная, то есть она у меня не пухляш, не толстячок, вот поэтому у нас совершенно не держатся никакие вот эти вот ползунки. У нас отлично заходят либо на резиночки, либо если есть какие-то веревочки. В данном комплекте от Зайца Мехового шло несколько ползунков, и они оказались совершенно бесполезными, потому что стоит одеть на нее даже хоть как-то вот данные ползунки, она просто-напросто очень быстро дергает ножками, и это все моментально с нее сползает. В общем, они совершенно не держались, то есть вот это все у нас оказалось просто-напросто на выброс. Прям вот висят, в общем, совершенно неудобная вещь. Если у вас ребенок не пухляш, вот, обращайте внимание обязательно на резиночки, в общем, на именно какие-то веревочки, в общем. Так я ими и не пользуюсь. Следующая вещь — это антицарапки. Тоже, опять же таки, не понимаю, кто ими пользуется. Неужели у кого-то, кому-то это действительно как бы нужно. Я не скажу, что как бы, да, у моей малышки не растут как бы ногти. Нет, они у нее растут, я как бы стригу их каждую неделю, но у нее нет, во-первых, такого как бы, да, желания супер сильного почесать как-то лицо, либо там размахивать рядом с лицом, чтобы она царапала. Ну и плюс за счет того, что я регулярно как бы их стригу, не бывает такого, что она прямо себе как-то там повредила, как бы, да, расчесала лицо, и такое у нас было именно как бы с рождения. То есть не было какой-то такой необходимости именно надевать вот эти антицарапки, чтобы обезопасить ребенка, да, вот от своих же ногтей. Проще все-таки было либо подстричь, то есть я сразу буквально, наверное, на второй день, как она родилась, их подстригла, то, что у нее как бы было, и у нас как бы проблема, получается, решена. Если вы действительно как бы следите за ребенком и можете подстригать ему ногти, то я лично как бы не вижу надобности вот в этих
штуках. Плюс, мне кажется, самому ребенку тоже дискомфортно от того, что у него руки в каких-то агрегатах находятся, в общем. Ну и, опять же таки, та же самая система у нас была, что и с носками, что носки у нас не держатся, что точно так же у нас не держатся вот эти все антицарапки, поэтому, ну, как бы, просто вы будете тратить свое время на то, чтобы это, как бы, надеть на ребенка. В общем, я не вижу в этом смысла. Следующие вещи — это всякие вот такие вот муслиновые платочки, которые я покупала. Вот здесь тоже такие вот платочки, которые шли в комплекте у зайца мехового. Тоже, опять же таки, я не вижу в них смысла. Если вы будете замечать за ребенком, да, что у него много слюней, то тогда, как бы, в этом есть какой-то смысл, потому что все-таки хочется беречь, да, планету, не пользоваться так сильно, как бы, салфетками, а использовать, может быть, да, многоразовые салфетки, но у меня, как бы, лично у дочки нет такого обилия слюней, что прям вот была какая-то супер необходимость постоянно их как-то где-то подбирать, вытирать, даже учитывая ее какую-то, да, любовь, там, типа, облизать всякие объекты. В общем, не было какого-то такого кардинально критичного, да, состояния слюнявости, чтобы я вот этим вот воспользовалась. Ну, а в каких-то других целях, да, где-то что-то там еще, как бы, вытереть, в общем, я не видела необходимости. То есть, если мы меняем памперс, проще, конечно, воспользоваться именно влажными салфетками. Ну, если вы находитесь где-то, да, на прогулке, пачкаете ради этого, ну, вот такую муслиновую, как бы, салфетку, я не вижу смысла, проще все-таки воспользоваться влажными. Лично для меня вот это тоже все бесполезно. Может быть, потом, когда мы станем еще чуть постарше, может быть, они пригодятся потом, но вот сейчас для меня загадка, как бы, зачем они нужны. У нас, кстати говоря, у знакомых, у них мальчик, вот, и у него достаточно, как бы, большое количество слюней. Может быть, в данном случае, вот, если бы у нас был такой же случай, где прям вот у ребенка обильное слюноотделение, может быть, мы бы ими пользовались, вот. Но так они у меня пока что лежат. В общем, я ими так и не воспользовалась. Давайте перейдем дальше. Я покупала вот такой вот держатель для соски. И он у меня так тоже провалялся, я им ни разу не воспользовалась, если честно. Ну, как бы, мне кажется, он, во-первых, неудобный. У меня лично, ну, как бы, просто не было в нем как минимум надобности. У меня всегда соска пристегнута к костюмчику ребенка. Мне, как бы, нет смысла ее убирать. То есть, если мы идем на прогулку, то она уже, как бы, да, наготове рядом с малышкой, либо просто-напросто она так и находится в коляске. Коляску мы обычно как-то не разбираем. В общем, у меня нет необходимости ее куда-то, в принципе, убирать. Но если бы мне, наверное, нужно было как-то убрать ее в сумку, мне бы было проще воспользоваться каким-нибудь контейнером, который защелкивается, в общем, что-то такое вроде как чехла, потому что вот это, ну, я не знаю, куда это вешать, в общем, как этим пользоваться, для меня все-таки это такая достаточно бесполезная вещь, так я ее и не поняла. Так что, если вы рассматриваете именно какой-то такой контейнер, мне кажется, что это что-то бесполезное, лучше, чтобы это было как какой-то все-таки более надежный, наверное, сосуд. Еще одна из самых бесполезных для нас вещей оказались вот такие вот пеленки Кокон. Все обычно советуют новорожденного либо пеленать, либо использовать вот такие вот пеленки Кокон, что, как бы, да, по сути дела, то же самое пеленание, только, как бы, такое в свободной манере. Вот, и я думала, что, может быть, они нам действительно пригодятся. В первое время у ребенка очень сильно развит вот этот вот рефлекс Моро, который, как бы, да, идет на вздрагивание, и дети сами себя будут. Вот, поэтому их советуют как раз пеленать, либо использовать такие вот пеленки Кокон. И я поначалу, да, как бы попробовала все-таки ими воспользоваться, может быть, да, как бы они у нас прижились. Но оказалось, что у меня ребенок отлично спит вообще просто в слипе, ну, либо в боди, если все-таки жарко. И все вот эти вот пеленки, либо какое-то, да, свободное пеленание, она очень актуальна, она любила свободу, ее прям бесило, когда ее как-то, да, там укомплектовывают. Когда я ее даже в коляске как-то укрывала, допустим, одеялком, ей прям нужно было сразу все это скинуть, ей очень все это не нравилось, мы пытались даже засыпать, я, как бы, да, старалась, мне, как бы, по совету врача, старалась так, как бы, ее укутывать одеялком, ну, пристегивая, да, к матрасику, по сути дела. Малыш. Но, в общем, нам это совершенно был не наш случай. Помните о том, что все дети индивидуальные, то есть вы можете попробовать все вещи, но для себя уже понять, что действительно вам заходит, что нет, что у вас, как бы вам помогает, да, что упрощает вашу жизнь вместе с ребенком, что оказывается совершенно бесполезным. Вот, то есть, как бы, попробовать, я так понимаю, что есть смысл, вот этот случай, наверное, удобнее, нежели чем именно пеленание, но вот опять же таки индивидуально все, то есть кому-то
как бы у кого-то дети будут, скорее всего, хорошо спать, да, вот так вот укутанными, но вот у нас получилось, что, в общем, малышка в таких вот агрегатах, наоборот, не могла уснуть, в общем, ей так не нравилось, вот, поэтому мы, в общем, ушли буквально сразу от вот этих всех вот пеленок, и я сразу просто укладывала ее либо в боди, либо в слипе, она хорошо спала. И если как бы действительно как-то еще экспериментировать, это обычно только как бы ухудшало ситуацию, портило наш сон. В общем, я поняла, что чем проще, тем лучше. Мне кажется, что как бы важнее все-таки прислушиваться именно к своему ребенку. Плюс как бы в процессе вы все-таки замечаете, да, какие-то моменты, где ну, как бы вам ребенок, по сути дела, сам, да, будет подсказывать, что он хочет, да, что ему комфортнее, то есть спать вот в коконе или все-таки без, с одеялком или без, в общем, на каком-то интуитивном уровне у вас будет получаться понять, в общем, что хочет малыш. Вот, поэтому, в общем, я покупала вот 2 таких, и обоими, в общем, не пользовалась. В общем, воспользовалась буквально 2 раза, и все. Ну и логично, что я так и не пеленала свою малышку. Вот она у меня спала без всего вот этого. Обязательно пишите в комментариях, чем пользовались вы, пеленками, либо пеленками кокон. В общем, как у вас спал ребенок. Может быть, ему тоже, как и в моем случае, в случае моей Эми, больше нравилось спать вообще без всего, просто именно ну, как бы в одежде и ощущать свободу. В общем, будет интересно почитать, обязательно делитесь. Ну и последнее, про что я хотела рассказать, это вот про именно такие полотенчики с уголком. Вот, я покупала как раз здесь уже в Аргентине вот такой вот забавный с белым мишкой. Такое вот оно махровое. В целом оно мне до сих пор нравится, и я воспользуюсь им попозже как-нибудь. Ничего не записать-то, а? Меня люди не поймут. И я планирую им воспользоваться уже потом. Вот сейчас не буду им пользоваться. Потому что оно, мне кажется, ну, как бы для вот какой-то все-таки нежной кожи малыша как-то сейчас грубовато. Ну и логично, что оно еще, ну, как бы, да, великовато немножко. Вот, поэтому я пользовалась просто муслиновой пеленкой. И для меня, мне кажется, что это лучший выход из ситуации. Мне кажется, это идеальное как раз полотенце, идеальный аксессуар после купания. Все идеально, как бы, быстро впитывается, очень быстро сохнет. Поэтому я не вижу надобности в том, чтобы использовать вот такой вот махровый полотенчик. Наверное, вот такой вариант лучше все-таки ближе к году, ну, может быть, там месяцев с 8, не знаю, еще посмотрим, когда мы будем пользоваться, но вот на первое время я бы советовала пользоваться просто чисто пеленкой, это удобнее, быстрее, в общем, и, не знаю, как-то мне кажется, вот этого малыша кутать в такое махровое большое полотенце совершенно не хочется, хочется закутать, хочется закутать во что-то легенькое. Надеюсь, что вас не сильно смущали крики на фоне. Надеюсь, что Эми не слишком вас отвлекала. Вот я старалась как-то, да, удерживать паузу, потому что, ну, сложно записать видео, когда твой ребенок веселится на фоне. Да? Она у меня, кстати говоря, очень общительная, вот, поэтому такие вот, как бы сказать, восторженное кряхтение для нее совершенно нормальное. Так что надеюсь, что меня было слышно, что данное видео было полезно. Пишите какие-то свои советы для мам. Вот, я уверена, что кому-то будет интересно почитать комментарии, увидеть, что кому пригодилось. В общем, какие-то такие еще полезные, может быть, лайфхаки тоже делитесь, чтобы максимально принести, мне кажется, пользу окружающим. Ну и я постаралась быть более краткой, наверное, более полезной. Не знаю, получилось или нет. Буду рада вашим лайкам. Подписывайтесь на канал, не забывайте. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!